Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшнем видео я хочу показать вам самый популярный способ обработки края броши и кроме этого поделиться теми моментами и нюансами, которые обычно остаются за кадром. Меня зовут Ольга Медведева, добро пожаловать на канал Мяулка. Обработку края я буду показывать на такой воображаемой броши, которая условно состоит из лицевой и изнаночной стороны, которые мы будем соединять между собой при помощи бисера. Для начала вдеваем рабочую нить в иголку, завязываем узелок и закрепляем его так, чтобы он оказался между слоями фетра. В начале ряда мы всегда нанизываем 2 бисерины, потом делаем отступ на расстоянии этих 2 бисерин, выводим иглу с изнаночной стороны на лицевую и возвращаем ее через вторую бисерину снизу вверх. Дальше продолжаем шить таким же образом, только нанизываем каждый раз по одной бисерине. Стежки стараемся делать на одинаковом расстоянии и одинаковой высоты. Здесь для наглядности я использую нить контрастного цвета, но, как правило, нить подбирается в тон ткани или же берется мононить. Также я хочу обратить ваше внимание на то, что иглу можно вводить как с изнаночной стороны на лицевую, как я показываю в этом видео, так и с лицевой стороны на изнаночную. Стежок от этого никак не изменится. Поэтому советую попробовать вышивать и тем и другим способом, чтобы понять, как вам удобно. Как видите, по прямой этот стежок шьется довольно легко. Точно таким же образом мы обшиваем плавные изгибы. Но бывают случаи, когда в контуре броши есть какие-то острые углы, которые нужно подчеркнуть, которые не нужно сглаживать. И сейчас, когда мы дойдем до поворота, я покажу вам, как обработать край так, чтобы сохранился острый уголок. Итак, мы пришили последнюю бисерину в ряду, и теперь нам нужно нанизать 2 бисеринки. Теперь мы вводим иглу в точку основания предыдущего стежка, но уже с другой стороны контура. И возвращаем иглу через вторую бисерину снизу вверх, как мы это делали и ранее. Как видите, вспомогательная бисерина помогла нам создать замечательный острый уголок. И дальше продолжаем шить уже привычным способом, нанизываем, пришиваем по одной бисеринке. И вот мы подходим к следующему моменту, который я хочу вам показать. Как заменить нить, если в процессе обработки края она закончилась. Для начала нам нужно закрепить рабочую нить. Продеваем иглу в предыдущую бисерину. Можно сделать у ее основания небольшой узелок для того, чтобы прочнее закрепить нить. И после этого возвращаем иглу в эту же бисерину снизу вверх. Таким образом узелок спрячется внутри бусинки. После этого можно еще несколько раз продеть иглу через соседние бисерины, вывести нить и обрезать ее. Теперь берем новую нить, завязываем на ней узелок, прячем его между слоями фетра и выводим через крайнюю бисерину. Новая нить закреплена, можем продолжать обработку края броши. Кроме того стежка, который я вам уже
продемонстрировала, я хочу показать его разновидность, которая выглядит более ажурно и декоративно. Этот шов используется в чистом виде реже, но в комбинации с базовым он является таким интересным ажурным акцентом в броши. Техника его выполнения по сути такая, как техника обработки уголков. То есть мы нанизываем по 2 бисерины, вводим иглу в ткань, выводим снизу вверх в крайнюю бисерину. У нас получаются аккуратные красивые зубчики. Я снова перехожу на тот стежок, с которого мы начинали обработку края броши, для того, чтобы показать, как аккуратно соединить начало и конец контура. Итак, мы вышиваем без изменений вплоть до самой последней бисеринки в ряду. Тонкость заключается в том, что для самого последнего стежка мы не нанизываем бисерину, а используем ту бисерину, которую мы нанизали в самом начале ряда. Посмотрите, поскольку у меня стык пришелся на уголок, я должна была бы нанизать 2 бисерины, как мы это делали ранее. Но я нанизываю только одну бисерину вспомогательную, которая сделает уголок, а вместо второй я продеваю иглу в первую бисерину ряда и закрепляю ее так же, как я это делала ранее. Вот и все, мы соединили контур, место соединения абсолютно незаметно, остается только закрепить нить и обрезать ее. Как видите, при таком соединении контура у нас даже уголочки получились абсолютно одинаковые. Чтобы закрепить нить, мы ее продеваем несколько раз через соседние бисерины, как показано на видео, и после этого обрезаем. Я надеюсь, что в этом видео мне удалось ответить на все ваши вопросы, которые касаются обработки края броши. Если какие-то вопросы еще остались, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Также я рекомендую вам посмотреть видео по базовым стежкам, которые используются при вышивке броши. Ссылку на это видео вы сейчас видите на экране. А пока что на сегодня все. С вами была я, Ольга Медведева. До новых встреч на канале Миолка.